мы в Сакраменто. Сегодня замечательная погода. Сегодня Наурыз. Сегодня 3 апреля. Просто праздничное настроение. Смотрите репортаж с нашего канала, друзья. Здравствуйте! Мы сегодня собрались на празднование Наурыза здесь, в городе Сакраменто, в штате Калифорния. Вот такой очень знаменательный, интересный праздник. Новый год у восточных людей. И мы являемся Наурыз-Таптывосын. Сейчас вот мы собрались для того, чтобы поговорить о нашем любимчике, о Димаше Кудайберген, которого мы очень любим, постоянно смотрим, болеем за него. Я вот о себе хочу сказать. Меня зовут Сауле. Я приехала из Казахстана, с города Алматы, уроженка города Кустанай. Что я хочу сказать? Это для меня мальчик, одаренный мальчик, светлый мальчик. Я его воспринимаю не как чужого мальчика, я его воспринимаю как своего сына. Не будет обманом, если скажу, что я его просматриваю, мне не посчастливилось увидеть воочию и побывать на его концерте, но я смотрю и почти ежедневно его песни, слушаю. И мне нравится все. Нравится его манера поведения. Мне нравится подача любой песни. Мне нравится его вокал. Мне нравится его внешность, если уж на то пошло. Он такой высокий, он такой красивый. А самое главное, он такой воспитанный. Мне нравится, и я просто получаю истинное удовольствие от того, как он относится к своим родителям. Он называет свою бабушку мамой. Это чисто по нашим казахским обычаям очень правильно. Но тем не менее он не обижает свою родную маму. Я смотрела его на конкурсе в Китае, и я видела, как наши соотечественники, смотря его концерт, его песни, они плакали. И когда папа стоял и болел за него, и он подошел к отцу, обнял его, поднял его, и я разрыдалась. Думаю, Господи, какие чистые, светлые у них отношения между ними. Мне бы хотелось, чтобы все родители наши, не только казахи, пусть эти будут русские, украинцы, вот такую любовь чувствовали от своих детей. Если вернуться к тому, что я вот говорила, что я каждый день смотрю, меня удивляет и умиляет реакция иностранцев. Они теряют дар речи, они теряют самообладание. Кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то не верит в то, что даже говорят, это невозможно, чтобы таким голосом петь на таких октавах. Я просто, у меня нет слов, чтобы вот донести вам свою любовь к вот такому принцу, что ли, наших. Он не только прославляет свою семью, он прославляет наш Казахстан. Многие после его концертов узнают Казахстан. И еще самое главное, что поют они на казахском языке. Англичанка, канадка, там, филиппинка, они поют на казахском языке. Махаббат Бермаган. Мы вот даже казахи не знаем слов, а его фан-клуб, они все знают слова, они все поют. И мне бы хотелось, чтобы наше, не только вот старшее поколение нас, мы смотрим Димаша, любуемся его внешним видом, его голосом,
но и молодежь, чтобы все слушали. И все как приобщались к культуре, что ли. Ну, вот такие мои впечатления о Димаше. Спасибо большое, Саулен. Рахмет. Барлыққа саламатсыздар ма? Біз Сакраменто бүгін Наурыз, барлықтарыңызға Наурызбен құтты болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Қазақстан Сакраментодан аман болыңыздар, барлығы жақсылық болсын. Наурыз құтты болсын. Ал Димаш туралы айтатын болсам, Димашты біз жақсы танимыз, жақсы көреміз. Біз әрине қазақтың жоғары болғанын қалаймыз. Қазақтың баласы сондай бала болса, Димаштай болсын деп ойлаймын. Сол аман болыңыздар, сау болыңыздар. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға жар болсын. Менің атым Айман. Наурыздың күні Наурыз мейрамы болып жатыр бұл жерде, бұл Сакраментода. Яғни мен өзім туралы айта кетсем, біз 2003 жылы келдік Америкаға семьямызбен. Қазір күйеуім, 6 балам бар, 2 қыз, 4 ұлым бар. Осы Сакраменто қаласында тұрып жатырмыз. Енді Димаш туралы айтып кететін болсақ, біз өте жақсы көреміз оны, өз баламыздай оны көреміз. Маған Димаштың ұнайтыны қалай әке-шешесін, анасын, апасын сыйлайтыны өте ұнайды. Сондай мен өз балаларымда сондай қазақ сөйтіп тәрбиелейміз ғой. Сондай тәрбие көрген, сондай керемет бала. Өте жақсы көреміз. Оның өлеңін тыңдағанда біз жүрегімізбен сондай тыңдаймыз. Кейбір жылайтындай сондай өлеңдерін біз жүрегімізден тыңдап жылап та аламыз кейбір кезде. Қатты ұнайды. Дауысы керемет ол баланың. Яғни әрқашанда Құдай жар болсын, келсін осыған. Біз Құдайдан сұраймыз, сен үшінмін, біз сені сүйеміз. Келсін, жол ашық, барлығы келсін. Семьясымен, апасымен, атасымен, әкесімен, мамасымен, семьясымен барлығы келсін. Осындай керемет, үлкен, осындай Америкада тұрсын, керемет көрсін. Біз де оны кездестірейік, көрейік, өлең тыңдайық. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға, сол жердегі Қазақстан жері аман болыңыздар. Құдай жар болсын сіздерге, рахмет сіздерге, көп. Димаш. Добрый день, хотя скоро уже будет вечер. Меня зовут Татьяна, фамилия Лаврушенко. Я родом из бедного Мариуполя. Но почти 20 лет я живу в Сакраменто. И более 10 лет я прихожу на Наурыз, потому что мои друзья, казахи, Галия и Рашид Сапаргалиевы. Мы дружили с семьями, с моим мужем тоже. А теперь это мой муж умер уже, и я продолжаю с ними дружбу. И все время прихожу, я кроме того пишу в газету «Диаспора», и много раз писала о Наурызе, много раз, фотографиями все это. И вообще о Сапаргалиевых. А вот о Димаше я тоже познакомилась с творчеством этого великого певца, прекрасного певца. Тоже благодаря им. Я пришла к ним в гости, они говорят, ты знаешь Димаша? Я говорю, нет, не знаю. Ну, сейчас включим. Включили, и я не то что обалдела, я вообще впервые услышала этот голос. Это прекрасно. Я сама любительница классической музыки, классического вокала, у меня муж был вокалист. И поэтому, когда я услышала в его эстрадных произведениях нотки классического вокала, эти высокие нотки, теноровые, в то же время богатство низа, я была просто ошеломлена, просто ошеломлена. С тех пор я его поклонница, постоянно слушаю. Не так давно слышала, когда на коньках, конькобежцы, ну, те самые, фигурное катание там было, там тоже под его музыку он там исполнял. И, по-моему, даже на Олимпиаде на какой-то зимней, где-то он тоже участвовал. Не скажу, что я знаю все произведения, но там, где звучат классические ноты, я точно знаю. Я не устаю восторгаться им. Как простой парень,
откуда это все. Понимаю, учился, но понимаю, что еще это природа. Я не знаю его родителях ничего. Может, это от родителей берется, верю, в то, что по наследству передается. Но наверняка это еще его желание, его способность. Это самое главное. Я желаю ему, уже не знаю, какого успеха, еще большего, хотя трудно сказать, какой у него еще может быть больше успех. И я верю в него, и я буду продолжать его быть фанаткой. Это все, что хотела сказать. Спасибо большое за этого. Я не знаю, кому, родителям, может быть, небу, может быть, Казахстану, может, еще кому-то, может, Господу Богу, не знаю. Но это всем спасибо.